поля молодой агроном говорил, что земля вся нарянет зеленом. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Но не спал допоздна, он со светом вставал, чтобы больше зерна каждый голос давал. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Молодой агроном не уходит с полей, приходит сюда, как невесте своей. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хорошо, земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Здравствуйте! Сегодня у нас друзья наши приехали издалека. Это ансамбль «Вечерка» и художественный руководитель этого коллектива Антон Заволокин. Здравствуйте, Геннадий Иванович, здравствуйте, Сергей Николаевич. И, конечно же, рады нашей встрече с вами сегодня здесь, в этой замечательной квартире легендарного подвижника, музыканта Виталия Абрамовича Вольфовича. Мы поражены масштабом Челябинска, красотами Южного Урала и особенно людьми, которые здесь живут, творят, созидают и поют. Представлю наших немножко ребят. Да, Для начала, вот наша очаровательная солистка, зовут ее Александра Тушина. Это наш самый отъявленный, отчаянный, хулиганистый артист. Зовут его Андрей Киреев. Подпольная кличка у него «Агроном». Это вы по поняли, улыбке видно. По нашей первой песне вступительной. Хулиган. Чуть позади стоит наш контрабасист. Зовут его Иван Нагибнев. Он у нас из Хакасии, из Абакана. 104 пельмени съедает за завтраком. Наш человек. Да, наш человек, да. Уральский. Ну, а это замечательный музыкант-виртуоз. Зовут его Сергей Козубенко. Он уроженец города Омска. Как вы поняли, у нас все сибиряки в составе, в коллективе. Музыкант-виртуоз, в руках у него баян Аку, воронежского производства. Но он еще себе покажет чуть попозже, этот баянчик. А сейчас мы попросим, наверное, с вашего позволения, нашу солистку исполнить песню. Абсолютно песня еще нигде не звучала. Называется она «Любовь живая». Автор этой песни мой отец Александр Дмитриевич Заволокин, на слова Леонида Долгова, солистка Александра Тушина. Еще раз в любовь поверим, давай как прежде. Я стукну в ставень, а ты тихонько откроешь двери. Давай еще раз в любовь поверим. Забьются в ритме, пускай наш вечер хоть что-то значит, пускай как
Вот такие песни у Александра. Ну, во-первых, Александр Дмитриевич для меня, прежде всего, композитор-лирик, наверное, да. И вот я чувствую любовь к песне, к такой к лирической, она, наверное, вот, и составляет основу вашего репертуара. Или, может быть, я ошибаюсь? Да, вы, Геннадий Иванович, совершенно правы. Сам Александр Дмитриевич говорил, что я в душе лирик. Вот все это волновало. Цветочек, птенчик, Да, воробушек, да, и листочек. Все это, конечно, трогало. И это, конечно, чувствуется по песням, по какому-то такому трепетному отношению. Ну, может быть, к природе, к женщине в какой-то степени. И, конечно же, к человеку, к русскому человеку. Антон, ну вот вы в такой легендарной семье выросли. Конечно, у вас дорога одна была, видимо, только музыка. Но я знаю, что вы закончили Новосибирский университет, вернее, консерваторию по классу виолончели. Флейты. Получилось, что у меня мама тоже музыкант. Она работала в свое время в оркестре народных инструментов Новосибирского телерадио. В то время академический русский оркестр. И к нам все время музыканты заходили домой, и зашла флейтистка, и вот попробуй. Как я говорю, гармонь — сердце, флейта — это разум, а гармонь все-таки ближе туда, к сердцу. Я знаю, что ни одной ноты, прописанной в фонограмме, у вас нет. Вот я весь интернет просмотрел, все ролики, выступления, все, но нет ни одной прописанной ноты, все живое. Вот это принципиальный ваш подход к концертной деятельности или это вот необходимость? Да, принципиальный такой момент вот, в стиле, в традиции. То есть он зачастую где-то сложен, этот момент. Ну, да. В какой-то степени это все надо возить, там какие-то нюансы настраивать. Но мы эту всю проблему решили технически. У нас с собой полный комплект звукового оборудования. И зато, понимаете, это вот только здесь и сейчас, это эксклюзив всегда, и зритель тоже чувствует, и это... Тем более, каждый раз это по-разному преподносится. Вот да, тем более, что мы этому учились, мы это умеем, и почему бы это действительно не выдать вот сейчас, вот, в данный момент. Немножко поговорим об инструментах. Вот это вот непростые гармошечки. Очень меня интересует вот домбра, контрабас. Давай несколько слов, может, об инструменте. Домбра называется контрабас. Угу. Достаточно редкий в наше время контрабас, особенно вот на сцене редкий. Когда-то был экспериментальный состав оркестра русских народных инструментов, и вот вводили в оркестр. Ну, потом перестали использовать, потому что есть балалайка контрабас. Угу. Она, конечно, более чуть-чуть поосновательнее, может быть, звук, но в целом этот звук тоже контрабасовый, очень мягкий, красивый звук. И самое удобное, что с ним можно передвигаться в любой машине. Потому что углов нету. Углов нет, да, и он такой компактный, скажем так. А звучит вполне так же. Звучит очень хорошо. Антон, про гармошечки несколько слов. Гармония, да, это я вот покупал мне у талантливого гармониста Александра Ланина, нашего алтайского сотоварища, так скажем, по гармонной братьи. Мастера. Мастера, да, уже мастера. И в 2007 году я у него приобрел, и до сих пор она меня радует, и слушатели, хочется надеяться, что слушатели тоже. А вторая гармошечка, вот до минор тональность, это Николай Николаевич Вавилов, тоже легендарный алтайский гармонист, помогал мне ее отыскать, купил ее в Барнауле тоже, наверное, в 2006 году. И вот по сей день вот я на них играю. Нам зрители не простят, если мы будем много разговаривать, и они так хотят услышать ваши исполнения. Мы сейчас хотим исполнить песню, легендарная песня Геннадия Заволокина под названием «Крапива». Солнце село, стало темнеть, начинает сердце болеть, словно
с другою я-то куда? Хоть печаль, грусть в сердце ношу, под гармошку спляшу. Любила, не жаль, не жаль, крапива, не жаль, не жаль, крапива, жаль, 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 сердце болит. А гармошка не печалит, а гармошка веселит, а гармошка не печалит, а гармошка Здорово. Вот чувствуется какой-то почерк сибирский. И широкая душа, и скромность, и готовность оторваться, в пляс уйти и поплакать, погрустить. Вот в любой песне. Вот Сибирская манера. не да. надо никаких таблеток нашему зрителю. Просто взять гармонь в руки или послушать. Я точно знаю, что песни из вашего репертуара исполняются многими коллективами. Люди в художественной самодеятельности, в дворцах культуры берут в свой репертуар эти песни, потому что они любимы, они нравятся. Как вы относитесь к тому, что ваши песни звучат? Ну, мне кажется, что ничего там плохого нет. Потом, вы знаете, у каждой песни есть свой путь, да, зачастую она сама идет своим путем, и даже ничего ты с ней не сделаешь, народ уходит. Потом даже бывает забывается автор. И мы вот имели удовольствие спеть песню. Какую песню мы пели? Горят рябины. «Горят рябины» за окном. И у нас зал просто встал. Вот все 700 человек стали стоя, плакали, слушали. Если что, мы ваши песни тоже исполняем, так сказать, Да, в нужные моменты. Я думаю, что никаких вообще вопросов не может здесь возникать. И я немножко расскажу про песню «Горят рябины». Это был 98 год, март месяц, и отец не знал, что подарить Геннадию Дмитриевичу, своему брату. Ему исполнялось 50 лет, и вот он решил эту песню подарить, к 50-летию. Поэтому песня действительно уже она живет своей жизнью, и благодаря таким замечательным исполнителям, как ансамбль Митрофанова, она расходится в нужное русло попадает, так скажем. Поэтому спасибо вам тоже за то, что вы несете. Сибирский колорит, вот наш, так скажем, семейную какую-то традицию, возможно, да, вот в большое плавание. Пробудилась весна из метели и снега, только осень рябин все мерцает в саду, словно флаг уходящего зимнего века, флаг любви, под которым по жизни иду. Горят рябины за окном, горят рябины, немые гроздья, их то шепчут, то кричат о том, что в жизни не бывает середины. Не в 20 лет, 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 и даже в 50. не в 20 лет, 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 и даже в 50. Вновь рукою коснусь я обветренных веток, словно прошлой любви ненароком коснусь каждый миг, переполненный радостным светом, на весенних тропинках оставить боюсь. Горят рябины за окном, горят рябины, немые гроздья, их то шепчут, то кричат о том, что в жизни не бывает середины.
20 лет, Не в 20 лет, не в 20 лет, и даже в 50. Не в 20 лет, 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 и даже в 50. И погаснет в ночи это тихое пламя, и последний мороз не пугает в саду. через боль и разлуку, надежду и память. Снова песни цветущие придут. Я не хочу, чтоб эта песня замолчала. Рябины гроздья пусть то шепчут, то кричат. О том, что в жизни все сначала, все сначала. И в 20 лет, 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 и даже в 50. И в 20 лет, 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 и даже в 50. Антон, вот такой вопрос хочу задать. Вот, казалось бы, манера такая, ну, русская, народная манера. И, казалось бы, уместно в таких случаях такие вот рубахи с кушаками, ляпистые. А у вас вот строгий такой вот какой-то концертный костюм, и он как бы не привлекает. Вот из каких соображений? Ну, вы знаете, это вечная проблема коллективов такого плана, как мы, то есть такой полуэстрадный, полународный, ну, я так условно говорю. Потому что, как отец говорил, главное, чтобы здесь было, вот здесь и вот здесь. Остальное, в принципе, по большому счету не важно. Потому что можно разухабисто, аляписто все одеть, а наполнения никакого не будет. То есть все это будет пустое. Поэтому хочется надеяться, что с этими задачами мы в какой-то степени справляемся. Да. Ну, а тут как бы момент, ну, опрятный какой-то, обувь, что-то, пиджак. Это какой-то, наверное, уже субъективный такой, наше понимание вот такого эстрадно-народного какого-то формата. У нас незаслуженно Александра как-то в стороне. Она вот еще сегодня ничего не сказала. Вот Саша, это ты правильно заметил. давно вы в коллективе нет? Где они вас нашли? Как вы с ними сотрудничаете? Я уже 4 года вот из Новосибирска. Просто пришла на прослушивание. Мне сказали, вы подходите. Так и началась наша работа. Не обижают они вас? Нет, Не собираемся, слишком много внимания готовимся. мужского вот, во время репетиций. Я думаю, как и не все мешает творческие внимание? коллективы. Нет. Сергей вот Амич, я даже, наверное, у нас и общие с ним знакомые есть. Может быть, вот имя Александр Иванович Корчевой что-то тебе говорит. Говорит, так получилось, что в музыкальной школе я учился у его жены, Натальи Я Анатольевны Корчевой. Вот, почему спросил, это мой большой друг. Иван Иванович приходил в музыкальную школу, вот, и со мной периодически занимался. Он же столько пьес написал для баяна. Да, очень много он написал. Сборники есть. Благодаря Корчевой Наталье Анатольевне она их печатала. И вот заставить было писать это вообще тяжело. И Наталья Анатольевна его вставляла, он писал, она издавала. В общем, существует сборников 5. Сергей, ну вот я знаю, что ты очень хороший инструменталист. Вот сольно сыграть, допустим, что-то тебе вот сейчас здесь на программе возможность есть? Есть, а как же нет? Можешь сыграть? Не просто так уйдешь.
Браво, Сергей, здорово, просто молодец.